Всем доброе утречко. Сегодня наш день пройдет в Венеции, и мы отправимся туда на лодке через пролив, прямо из нашего кемпинга. Встали мы сегодня поздно, но зато выспались. Кушаем, завтракаем и идем к лодке. Какой-то маленький поросенок у нас. Это причал Фусина, от нашего кемпинга идти 3 минуты. Начиная с 8 часов утра, каждый час тут ходит лодка, которая отвезет нас в Венецию. Мы ждем лодку, сейчас придет лодочка, и мы отправимся в Венецию, да? Здесь такой причал. Главный транспорт Венеции – это Вапоретто, речной трамвай, такая себе венецианская маршрутка. Также расположенная на островах Венеция соединяется с железнодорожно-автомобильным мостом со своей материковой частью Местре. Взрослый билет туда и назад из Фусины в Заттере 13 евро в 2 стороны. И детский билет 6 евро тоже в 2 стороны. Алиса бесплатно. Пока я показываю цены, подошел наш речной трамвайчик. Сегодня у нас утром уже 2-я попытка попасть в Венецию. Скажи, кто-то устроил скандал, все ругались и пропустили лодку. Это уже 2-я. Вот мы уселись, сейчас отплываем. Тая держит телефон в руке, я прошу убрать его в сумку, но Тая игнорирует. Наверное, это его последние минуты, потому что он соскользнет и упадет в воду. Мы это уже все проходили много раз. В прошлом видео я показывала кемпинг, в котором мы остановились на пару дней. Это отличный вариант для тех, кто хочет увидеть Венецию и при этом сэкономить на жилье. Жить в самой Венеции очень дорого, а наш кемпинг находится буквально через пролив. 30 минут на речном трамвае на Вапоретто, и вы в Венеции. Пока мы плывем, поделюсь с вами интересными фактами о Венеции, о которых многие не знают. Венеция была самым большим морским портом в средневековой Европе. В городе нет канализации, все отходы смываются в каналы 2 раза в день приливами, а профессиональных сантехников только 20 человек, представляете? Как боролись с преступностью? Вешали иконы и рядом лампадку, чтобы совестливые преступники не совершали краж и убийств. Невероятно, но это сработало, и преступность сократилась в разы. А мы уже подплываем, сейчас причалим и собираемся провести здесь сегодня целый день. Свадьба у кого-то. Ну что, наконец-то мы уже здесь, мы в Венеции. Мы вышли с этой лодки, ее очень сильно качало, и мне стало нехорошо. Будем гулять сегодня целый день. Я думаю, что этот день в Венеции мы тоже начнем с прогулки по каналам на гондоле. В 1104 году в Венеции открылся первый в мире завод по производству военных кораблей «Арсенал», и почти каждый день он спускал на воду 1 военный корабль. Именно в Венеции родился знаменитый Казанова, путешественник Марко Поло и композитор Антонио Вивальди. А я на эту хотела, на ту. А можно попросить на ту, мам? Мы одни в гондоле. Стоимость вопроса, конечно, дорого, 80 евро. Но я считаю, что будучи в Венеции, это того стоит. Если с вами еще кто-то, то эту стоимость можно раскинуть на всех и будет дешевле. Такая красота здесь. Когда-то, много лет назад, мы с Асей, ей было, наверное, какая сейчас, 12 лет, и мы тоже плавали по этим каналам. У меня в Ютубе есть это видео. В Венеции соблюдается очень строгое правило количества гондольеров – 425 человек, среди которых есть одна женщина, и она добивалась этого права почти 10 лет. Заплываем в узкий такой канал. Класс!
Класс, да? Погода сегодня классная, такая удачная, не жарко, солнца нет этого пекучего. И здесь такая прохлада идет от воды приятная. Да. Гондолы делаются сложным древним способом, который придумали венецианские мастера. Длина каждой гондолы составляет строго 11 метров, ширина 1 метр 42 сантиметра и вес около 600 килограмм. Красиво очень тут. И вода, кстати, очень теплая. Вода очень теплая. Ну, купаться здесь нельзя. Здесь есть специальные пляжи, на которые можно добраться тоже на Вапоретто, но мы просто не успеваем, потому что завтра у нас другие планы. По-моему, ты сейчас можешь выпасть так. Ну-ка, сядь нормально. Нет. Дядя сейчас наругает нас уже. Ага. Мне очень понравилось. Мы возвращаемся. Прогулка наша длилась полчаса. Мне тоже понравилось. Тоже понравилось? Ну хорошо. 30 минут мы поплавали на гондоле и вот уже причаливаем. Это наш причал, наш же следующий. Это наш причал. О, жалко. А сейчас пойдем гулять по улочкам города. Потом зайдем в кафешку. Обязательно. Алиса, тебе только что сладкое. Grazie. Удивлю вас еще одним фактом. Кормить голубей можно исключительно на площади Сан-Марко. Если вы сделаете это в другом месте, будет штраф. Сейчас по узким улочкам мы хотим выйти к площади Сан-Марко и покормить голубей. Смотри, какое красивое. Смотри, 8 евро стоит. Маска? Мы купили вот такие вот масочки. Купили вот такие масочки. Мне они очень нравятся. У меня с пером. А у меня тоже с пером такие. Будем фоткаться сейчас. Я их тоже очень хотела. Блин, надо было на гондолу купить маски, чтобы в гондоле сфоткаться в них. Ну ладно уже. Кот, живущий в городе на воде. Сидит. Наша Сима, вы представляете, здесь жила и вот так вот выходила на людей посмотреть. Наоми, она избоялись. Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. And only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. Я хочу вот этого. А Микки Мауса она захотела. Я смотрю на эти цены. 240 евро. 210 евро вот стоит. 240 евро. А можно тоже? Нет, нет, что-то мне за 240 евро его не хочется сегодня покупать. Это Микки Блэк, вот это 2300 стоит. Можно мне вот этого кусок? Нет! Очень много народу, просто толку. Сейчас выйдем на площадь, посмотрите, какое количество людей там. Мне такие трубки купили. Тут такие световые бренды, Louis Vuitton и так далее. А можно мне? Не прошло и полдня, как мы вышли на площадь Сан-Марко. Народу куча, ну, здесь всегда так.
Меня всегда пугали такие скопления людей. Мы сейчас стоим и решаем, куда нам подняться. На вот эту ратушу высокую или вон на ту башню. Я, кстати, с Асей не поднималась ни на одну. Я надеюсь, что в этой ратуше должен быть какой-то лифт, потому что наверх залезть без лифта можно сдохнуть. Вход в эту базилику стоит 10 евро, но очередь просто гигантская, и мы решили час в этой очереди не стоять. Могу подсказать лайфхак, как попасть без очереди. Нужно было купить билеты, догадаться онлайн на сайте, и тогда без очереди по этим электронным билетам вы входите и поднимаетесь на эту базилику. Но сегодня мы этого не сделали. Показываю вам реальность, и это сумасшедшее количество народу. Я не знаю, как люди здесь вообще фотографируются, что они фотографируют. Венеция – единственный город в Европе, где на протяжении многих веков была узаконена проституция. В городе из 200 тысяч человек 13 тысяч были куртизанки. Вдумайтесь в эту цифру. И это все в 16 веке. Кстати, улицы красных фонарей появились не в Амстердаме, а именно в Венеции. На площади Сан-Марко почти всегда живая музыка. Голуби с Сан-Марко исчезли. Помните, как раньше, много лет назад, сколько было здесь голубей, все кормили их. А сейчас вот мы нашли одну чайку голодную. Он не хочет уже. Он не хочет. Он, по-моему, просто их берет и выкидывает. Мы подумали, что мы уже немножко проголодались и пора идти где-то пообедать, да? Грибы. Руками не трогать. Можно вот это маленький взять? Можно? Алиса хочет все. Когда мы ходим в таких местах, она хочет купить все, скупить здесь всю улицу. Можно вот этот маленький грибочек один? Нет, пойдем дальше, сладкое не буду брать. Каждый выбрал себе блюдо. Мы очень устали, сейчас пообедаем, ну еще, конечно, хотим погулять немножко по Венеции. И потом будем идти на наш катер и возвращаться в Фусину, потому что завтра у нас новый день, и завтра нас ждет круизный лайнер отсюда, из порта Венеции. Да. Посыпать? Да, посыпай. Давай, дай Алисе посыпать. Сыр, да, и заказала Алисе суп. Хочу поесть впервые за эти дни. А Тая взяла себе пельмени. Они так странно выглядят. Пельмени с сыром и с орехами. Маленькие очень. Ой, много-много не кидай, будет невкусно. Это не пельмени. А что? Это сырные шарики какие-то. Пельмени без мяса, да? Но вкусно, согласна. У меня ризотто с морепродуктами. Мидии вижу. Сырные? Да. Ну, такие пельмени, значит, в Италии. Попробуй, мам, тоже. Можно, да? Я вот этот возьму. Вкусно. Но это не пельмени. Угу. Это вкусное. Надо дома приготовить, да? Угу. Здесь везде на домах есть указатели. Вот нам нужно, например, на Сан-Марко, туда и мы идем. Или на мост Риальто. Сейчас куплю себе тарелочку на кухню. У тебя уже столько таких штук было? Не надо. Мы выбрали с Таей. Тая выбирала.
А это что, водяная маршрутка? Да, здесь же водный транспорт в Венеции. Вот вход. И здесь берешь билеты, садишься и плывешь, куда тебе нужно. Красивая Венеция, конечно. Мост реально позади меня, и там такое количество народу, что я не вижу смысла даже на него подниматься. И я, плюс сейчас очень жарко уже. Солнце выше, когда мы собираемся уже уезжать домой. А дальше нам все-таки нужно было перейти через этот мост, и мне реально стало плохо. Я поймала паническую атаку. Это самое адское место для фотографий, которое я видела в жизни. Как вообще здесь можно фотографироваться? Как эти люди фоткаются? Объясните мне. Дети уже устали ходить по городу. Мы очень много километров сегодня натопали. И они уже хотят возвращаться в наш кемпинг. А я бы, конечно, еще погуляла. Я всегда люблю гулять много, чтобы все увидеть. Кто-то забрал мои босоножки, да? Они тебе почти как раз, Алиса, да? Все. А мама идет босиком, что у мамы ноги болят. Нет, у тебя есть руки. Да? Да. Назад, назад. Мы не можем попасть на корабль еще. Заблудились, да? Все. А точнее, мы шли по навигатору, он нам вел туда, мы идем туда, и ничего не получается. Нам нужно в заторе, и мы просто уже ходим кругами, не можем выйти. И оказалось, что мы пошли 2 километра в другую сторону. Еще я поняла, что у меня есть заболевание, это когда, вот как оно называется, когда боишься людей. Мне в толпе просто стало плохо, все закружилось, в голове потемнело. Но это как клаустрофобия, да, кто боится замкнутого пространства. А я боюсь толпы. Нет, это по-другому называется. Венеция – это один из самых посещаемых городов Европы. Здесь бесконечный поток туристов. Тапочек сейчас твой упадет туда, вниз с моста. Хорошо. Алиса бывает в настроении и просит сфотографировать ее с каждым памятником, на каждом углу, на каждой какой-то штучке. Еще вы здесь. Лично мне одного полного дня, проведенного в Венеции, вполне достаточно. 2 дня для меня это был бы уже перебор, но это сугубо мое мнение. Идем, идем, идем. Чьи это дети сидят? Я потеряла своих детей среди этой толпы. Ноги болят? Устали? 3 километра пошли, если не больше. Там мы 10 прошли сегодня. Такой адской усталости, как сейчас, я не чувствовала уже очень давно. Сейчас посмотрю в телефоне, сколько мы сегодня прошли пешком километров. Ну, очень много. Просто мы, наверное, обошли всю эту Венецию. Ноги порастирала. Хорошо, что я тапочки с собой взяла. Алиса тоже уже тапки переодела. А как же усталость, когда ты сюда ехала, в Италию? Я не знаю, мне кажется, я сегодня устала больше, чем когда я проехала 2000 километров из Одессы в Венецию. Ушатает нас как? Шатает сильно. Как оно шатает сильно, о боже. Сидеть, Алиса, не двигаться, очень сильно качает причал этот. Мы ждем уже нашу лодку. Вот, кстати, расписание лодок Затори и Фусина. Я вам говорила, что каждый час они ходят. И цены. Все, мы возвращаемся в наш кемпинг. А зачем
мучитель едет домой. Круизный лайнер выходит из порта Фусина в море. Идем в наш домик собирать вещи. Завтра утром мы будем садиться на точно такой же лайнер. Я с того ребенка не могу снять свои босоножки. Ребенок, ты сейчас ножки можешь себе испортить и поломать. Давай снимай. Говорит, пойду так домой, я мама. У нас теперь 2 мамы. Алис, все, хватит, это очень страшно. Пожалуйста. Я прошу тебя. Ночью этой мы выезжаем из номера. И я обнаружила вот такую красоту на Алисиной кровати. Это чтобы маме жизнь казалась нелегкой, еще заставят за простынь доплатить 50 евро.